Всем привет! Что приготовить из обычной картошки? Быстро и очень просто. Я бы посоветовала вам попробовать нежные картофельные котлеты с сырокопченой колбасой, сыром и зеленью. Сегодня я покажу вам мой вариант таких котлет. Они получаются очень пышные, с красивой румяной корочкой. А чтобы сделать их еще аппетитнее, я подам их со сметанным соусом с чесноком и свежей петрушкой. Друзья, присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал, все блюда любимые и проверенные, впереди много интересного. Ингредиенты для нашего блюда: сыр, свежая петрушка, луковица, 2 яйца, приправы, куркума, гвоздика, мускатный орех, соль, мука, картофель и сырокопченая колбаса. Основа наших котлет — это отварной картофель, именно поэтому я использую именно вот такой с розоватой кожурой. Он отлично подходит для жарки, для супов, для салатов, потому что не разваривается. В итоге, после жарки наши картофельные котлеты будут отлично держать форму и не станут излишне мягкими или вязкими внутри. Можно отварить целые клубни, но я предпочитаю их нарезать, чтобы ускорить процесс готовки. Изначально я отправляю картофель в холодную воду, таким образом картошка проварится более равномерно. Если вы будете отваривать картошку целиком, я бы посоветовала вам не класть ее в кипяток, потому что верхние слои хорошо проварятся, а серединка может остаться немного сыроватой, то есть вероятность, что она не доготовится. Добавляем одну небольшую луковицу и несколько бутонов гвоздики. Гвоздика имеет очень мощный аромат, а это именно то, что нам нужно. Яркий аромат у нас уже есть, а для цвета добавлю чайную ложечку куркумы. Во-первых, эта приправа полезна, а во-вторых, она придаст картошке очень красивый, яркий, золотисто-оранжевый оттенок. Картофель варился примерно 15-20 минут после закипания. Убираю луковицу. Посмотрите, какой красивый цвет. Сливаем с картофеля всю воду, убираем бутоны гвоздики и даем ему немного остыть, чтобы потом натереть на терке. Друзья, чтобы не пропустить все новинки, много вкусных рецептов, обязательно нажмите на колокольчик. И каждый раз вы будете получать уведомления, когда выходят новые видео. А я напоминаю, что новые видео на канале публикуются каждую неделю. Натираем отварной картофель. Мне больше нравится структура этих котлет, когда я натираю картошку именно вот на такой мелкой терке. Получается вот такая воздушная, красивая картофельная масса. Отправляем сюда тертый сыр. Сегодня я использую сыр, который называется сливочный. Он должен быть очень хорошего качества. Покупайте вкусный сыр, в меру соленый, потому что именно от вкуса этого сыра в большей части зависит и результат, то есть конечный результат, вкус ваших картофельных котлет. Еще я очень советую добавить сырокопченую колбасу. Она придаст интересный вкус и пикантность. Специально для этого рецепта я купила вот такие остренькие сырокопченые куриные колбаски. Их очень удобно нарезать вот на такие небольшие кружочки. Также добавим 2 яйца и еще 2 столовые ложки муки. По желанию муку можно заранее просеять. Масса картофельная у нас получается очень насыщенная, аппетитная. Не хватает только зелени и приправ. Из зелени можете добавить укроп или петрушку. По вкусу и по желанию. Вместо свежих трав можно использовать сушеные. На этот раз я выбрала петрушку. Измельчаем свежую петрушечку, чтобы она раскрыла свой аромат. Приправляем все солью по вкусу и мускатным орехом, чтобы разнообразить вкус этого блюда. Я очень люблю мускатный орех за шикарный аромат, который он придает картофелю. В целом мускатный орех может изменить или даже улучшить вкус вашего блюда, сделать его более особенным и уникальным. Эта специя придает блюдам чуть сладковатый, теплый, ореховый вкус и аромат и особую пикантную нотку.
Я часто добавляю мускатный орех, например, в пюре. Недавно на канале мы готовили хвосты с черносливом в скороварке. Можете посмотреть видео по этой ссылочке. Я подала это блюдо именно с пюре, в которое добавила мускатный орех, и получилось очень вкусно. Просто идеальный гарнир. Поэтому я решила добавить мускатный орех в наш картофельный фарш, в картофельную массу для котлет, и результат меня очень порадовал. Перед жаркой я советую сформировать все картофельные котлеты заранее и обвалять их в муке. Таким образом вы не будете торопиться, будете жарить их равномерно, и у вас ничего не пригорит. Берем немного картофельной массы и формируем вот такие небольшие симпатичные котлетки. После этого я обваляю котлетку в муке, и все готово, можно будет жарить. Это очень легко. Разогрейте сковороду на большом огне, немного масла, жарим котлетки с двух сторон до румяной золотистой корочки. Если перевернули на вторую сторону, назад переворачивать уже не нужно, потому что они впитают слишком много масла. Сверху румяная, хрустящая аппетитная корочка, внутри они очень мягкие и нежные. Положите их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишнего жира. И пока котлеты отдыхают, приготовим быстрый сметанный соус. Беру обычную 10% сметану, можно пожирнее, если желаете. Отправляю сюда один раздавленный зубчик чеснока и нарезанную свежую петрушечку. Перемешиваю, соус готов. Быстро, легко, а главное, хорошо сочетается с картошкой. Друзья, какие же они вкусные! Мне кажется, что я могла бы кушать их бесконечно, буквально каждый день. Сыр и особенно колбаска придают такой насыщенный вкус. Колбаска придает пряность, остроту, ощущаются легкие нотки мускатного ореха. Мне кажется, что все ингредиенты прекрасно дополняют друг друга. Обожаю макать их в этот чудесный соус. Блюдо замечательное, советую вам приготовить и очень жду ваши впечатления в комментариях под видео. И как можно больше лайков этим чудесным котлеткам из картошки. Желаю всем вкусных картофельных котлет, отличного настроения. Впереди много интересных рецептов. Увидимся очень скоро.